Привет, друзья, с вами Лада. Так иногда случается, что наши газетные или бумажные трубочки могут заплесневеть в пакете. Почему так происходит? Как вернуть трубочкам рабочее состояние и внешний опрятный вид? Как избавиться от плесени? И что сделать в будущем для того, чтобы такой ситуации не произошло? Смотрите в этом видео. Я подробно покажу и расскажу. Степень заплесневелости трубочек бывает разная. Вот, например, на этих трубочках, которые вы видите в видео, плесени образовалось совсем немного, и их еще можно спасти. Но бывают такие ситуации, мне не раз об этом писали девочки, трубочки все были покрыты плесенью, и запах такой был очень сильный, заплесневелый. Что делать с такими трубочками? Если их много, то выбрасывать, конечно, жалко, но все-таки изделия я не советую ими плести, я советую их обработать тем способом, который я показываю в видео, и тренироваться на них, например, в каких-нибудь узорах или загибках на отдельном станке. Ну а теперь приступаем к самому интересному процессу этого видео, к реанимации наших заплесневелых трубочек. Сам процесс довольно легкий. Сначала я купаю трубочки в только что прокипяченной воде, то есть это такой крутой кипяток, и в нем я даю настояться трубочкам где-то минут 5-7. Да, для информации добавлю, что здесь эти трубочки у меня ранее были обработаны пропиткой с водой. Да, после того, как трубочки хорошенько прополоскались у меня в горячей воде, я по ним прохожусь слегка губкой, для того, чтобы снять лишнюю плесень, которая образовалась на них. Я не делаю слишком сильного нажатия, чтобы не было каких-то жестких растираний. После того, как процедура с горячей водой закончена, я выкладываю трубочки и даю им полностью высохнуть. После того, как трубочки хорошо и полностью высохли, я их заново обрабатываю. В данном случае обрабатываю пропиткой с водой. В отдельном своем видео я показывала этот процесс. Видео можно посмотреть вот здесь по ссылке, и в описании также ссылочку вы найдете. Если у вас нет пропитки дюфа, не стоит расстраиваться. Эту пропитку можно заменить любой лессирующей пропиткой или лаком на водной основе. Обработка таким образом газетных трубочек не дает плесени снова на них появиться. То есть в плетении эти газетные трубочки себя отлично ведут. Но если вы опять пропустите момент, и эти трубочки у вас увлажненные будут лежать в пакете при комнатной температуре слишком долгое время, то плесень на них, скорее всего, появится. Да, еще хочу добавить вот что. Если плесень местами на этих трубочках очень сильно въелась, то, к сожалению, вот эти заплесневелые пятна на трубочках этим способом не убрать. Да и я думаю, что никаким способом больше не убрать эти пятна. То есть если пятна заплесневелые на трубочках очень большие, то я советую все-таки эти трубочки выбросить, ну или на них тренировать какие-то там узоры, загибки. Если таких пятнышек совсем-совсем немножечко, то в этом ничего страшного нет, эти трубочки можно использовать для плетения корзин. Но в любом случае здесь смотреть именно вам по вашей ситуации. Да, друзья, хочу еще рассказать об одном интересном эксперименте, который я провела специально для съемок этого видео. Я взяла две группы трубочек. Одну группу трубочек я обработала пропиткой дюфа. Вторую часть трубочек я обработала лаком для Soundtex. Им я иногда обрабатываю трубочки, когда заканчивается пропитка, и этим же лаком я лакирую изделия на финише. Две группы трубочек я уложила в разные пакеты и хранила при комнатной температуре 9-10 дней. Результат меня очень удивил. На трубочках, которые я обработала пропиткой дюфа, образовалась плесень. Не в очень большом количестве, но все же я вовремя уследила за этим, их можно реанимировать, что мы и сделали в этом видео. Но следующий результат меня удивил еще больше. На тех трубочках, которые я обработала лаком, плесени не было. И даже я для чистоты эксперимента их еще подержала в пакете дня 3-4, то есть в общей сложности они у меня провели в пакете при комнатной температуре, влажные, около 2 недель. И плесени на них не образовывалось и в дальнейшем. У меня есть объяснение, почему получились такие результаты. Я сравнила свойства и пропитки, и лака, и получила такие выводы. В свойствах пропитки ничего не сказано о том, что она защищает от плесени и грибков. Здесь всего лишь указано, что она защищает от ультрафиолетовых лучей и влаги. А вот в свойствах к этому лаку, даже здесь уже на упаковке таким немелким шрифтом написано, что он защищает от плесени, синевы и грибков. Именно, я думаю, поэтому трубочки не заплесневели в пакете. А теперь о самом главном, как избежать заплесневелости трубочек и сохранить их в хорошем состоянии. Как только я закончила плести изделия, у меня остались газетные трубочки, я убираю их в пакет. И, например, я знаю, что неделю я ими плести не буду,
но когда они у меня хранятся неделю в пакете, вероятность того, что они заплесневеют, очень высокая. А мне нужно сохранить их вот в этом исходном состоянии, в котором они сейчас находятся. И я эти газетные трубочки убираю в морозилку. В морозилке эти трубочки могут храниться неопределенное количество времени. Они не высыхают, они не плесневеют, они остаются в хорошем состоянии. Когда я вынимаю их из холодильника, буквально даю им пару часиков немного отойти, и можно ими снова плести. У меня в морозилке хранятся трубочки и год, и полгода, и 8 месяцев, и иногда я их достаю, что-нибудь плету, и они также в хорошем рабочем состоянии. Какие советы могу дать для того, чтобы избежать заплесневелости трубочек? Ну, конечно, это следить за тем, чтобы трубочки в пакете увлажненные не оставались слишком долгое время. Неделя – это максимум. После начинаются необратимые последствия. Ну и, конечно, не стоит отчаиваться, если такая ситуация у вас произошла. Как вы видите, все можно исправить. Ну или в большинстве случаев все можно исправить. Кстати, напишите в комментариях, у вас случались такие ситуации, когда трубочки плесневели, и как вы их спасали, и спасали ли вы их вообще, может быть, вы их выбрасывали. Напишите, поделитесь, мне будет очень интересно почитать. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось, и та информация, которую я дала в этом видео, оказалась для вас полезной. Хотя я желаю, чтобы с вашими трубочками такой ситуации не произошло. Подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. Я вам желаю хороших трубочек и легкого плетения. Увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!